Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала Семёныч. Выехали мы сегодня снова с вами на природу, а именно на охоту. Приехали снова после работы на ту Плесинку, Озеринку, Разливчик, где охотились ровно 2 недели назад. Приехали то же самое с разведкой, посмотреть, какая утка подошла, не подошла. Но общавшись с любителями природы, с такими же, как я, по охоте на водоплавающую дичь, сказали, что уже подошла. Но, увы, как видим, на разливе птицы нет. Либо здесь до этого кто-то пострелял, может быть, сегодня утреннюю зорьку, или вчера пострелял вечернюю зорьку, может, кто-то весь день стоял, может быть, просто птицу отбили. Ну, а может быть, просто, когда я сюда подъезжал, она снялась и ушла. Но я вроде как табунов не видел, стаи уток. Ну, не будем раньше времени отчаиваться. Полезем в свой курешок, вон он, еще метров 50 до него. Расставим сейчас чучела и будем ждать успешных налетов. Надеюсь, охота будет интересной. Так что не переключайтесь и приятного вам просмотра. Ну а мы пошли выставлять наши чучела. Расставил я чучела. Половина здесь установил и половину вон там установил. А вот это вот место будет своего рода, если прилетят, для посадки утки. А сидеть я буду вот в этом вот корешке. А вот он, наш первый налетик. Так, сил с чучела, но далековато. Но далековато. Нам его не достать. У нас как-никак не гаубица. А вон он сидит. Все, меня услышал, улетел. Как я и говорил, здесь кто-то был. Либо вчера, либо сегодня утром. Так как он на камышах лабза еще, тина не высохшая. И вон патроны с дробью номер 3. Гильзы валяются. Поэтому здесь сегодня может быть и не видать нам удачи. Но отчаиваться не будем, как я уже сказал. Приехали на охоту, значит будем охотиться. Охочусь я сегодня снова с ружьем ТОС-34. Вот. Вон вроде бы уточки летят. Бог знает, долетят, не долетят. Первые увидел. Не, где-то там над регелечками крутятся. Может и налетят, а может быть и нет. Ну а пока попьем, наверное, чайку. Может быть и такое дело, что чай часто будем пить, если утки не будет. Но дело, по идее, к вечеру должна быть все равно. Пускай остывает пока. Красиво. По-моему, этот черочек. Хотел в чучела сесть, но у меня увидел. Первая наша утка. Уже приехали не зря. Ждем следующих успешных налетов. Черочек снова прилетел с той стороны. Крякает. Сейчас маленечко метра 3 пройдем. И попробуем его добыть. Но далековато сидит. Так, к нам летит. Летит, 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 летит. Вот он. Со второго, но добыли. Давайте сразу за ним сходим.
А может быть и не стоит. Да, он головой он прокидывал. Так что он останется. Вон еще уточка села. Только уже с этой стороны. Попробуем добыть. Ага, услышала. Улетела. Так, вот косячок из 5 штук. Не долетел. Ехал когда сюда. Дождик моросил. Я с собой плащ на всякий случай взял, чтобы подстраховаться, не вымокнуть. А здесь вроде он как распогоживается. Может, даже повезет и с закатом. Хороший закат будет. Хорошая утка прошла. Но мимо. Летит 2 крупных уточки. Вряд ли они сюда налетят. Пройдут, наверное. Нет, наворачивают. Ой, как классно. Сейчас дождусь. Сейчас дождусь, когда они сплывутся и стрельну. Далековато было. Одна осталась, то хорошо. Хотел молодость вспомнить. Когда, к примеру, 10 патронов выстреливал, а 14 штук приносил. Но не вышло. Надо было вторым добавить. Красиво, красиво! Вот бог и знает, с какой высоты вы говорите. 7, 5. Вот и пожалуйста. Попадать надо. Я, конечно, не хвалюсь, что я там, допустим, хорошо стреляю. Но тем не менее. Вот она, 7 фетера. Так, вот налетик идет. К сожалению, мимо пока. Но он должен развернуться. Да, совершенно верно. И так бывает, ничего страшного. Ой, как хорошо заходят. Может, какая подрулит. Пока высоковато летят. Хорошо прям. Режут воздух. Бьем. Ну, одну вышибли, и то результат. Должны были, по идее, 2. Но не всегда коту масленица. Хорошо прям зашли на чучелочки. Так и думал, что 2 штучки сниму. Но не тут-то было. Видите, он уже в косячках ходит. Поэтому сейчас-завтра ощиплем, посмотрим по справности, какая уточка. И вполне возможно, что в следующий раз последующие охоты будут уже с 5-зарядкой. То есть ее все меньше и меньше становится утки. Ее надо будет искать где-то что-то как-то. А если налетит пару раз где-то что-то, даже с 5-зарядки пускай 2-3 утки вышибешь, это уже большой результат. Не так, как сейчас. Должно бы быть максимум 2, минимум 1. Ну, 1 вышибли.
И на этом спасибо. Уточки режут хорошо. Красиво. Очень красиво. Летит, 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 летит. Черочек должен сесть. Да, совершенно верно, сел. Но немного далековато. А вот здесь крупная утка заходит. Подождем ее. Сейчас она покружит. И все равно сюда прилетит, я думаю. Да, вон на круг пошла. Елки-палки. Не с руки залетают. Не с руки. Наконец-то дуплет. Наконец-то дуплет. Кружили, кружили, накружили. Одного выше, второго не смог. Не успел, уже далековато был. Летели как реактивные. Вечереть стало, холодать. Не пора ли нам поддать? Опа. Чайковского. Снова горячий. Решил я, дорогие зрители, уточек собрать, чтобы по ночи не лазить. Уже довольно-таки увесистые утки. Можно, как говорится, и к бабке не ходить, а говорить, что они хорошие. Вон они. Шилка. Ой. Сзади косячок хороший идет. Может и налетит чего-нибудь. А может быть и мимо пройдет. Пока хорошо летят. Вот они летят, 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 летят. Ну далековато грешным делом. Сейчас они на большой воде сядут. Конечно. Вон высоко еще табуночек идет. Стайка. Вот 3 штуки оторвалась. Может налетит. А может быть и нет. Неа. Цапли вот тоже белые. Сроду у нас их не было. А сейчас вот последние годы развелись. Тоже он своего рода косячок делает. То ли на ночлег куда полетели, то ли уже двинули на юг. У нас они не зимуют. Парочка летит. Что-то на чучело даже и не смотрит. Пролетели и не обернулись. Какое-то затишье на вечерке. То ли она вообще больше летать не будет. О, это черочек.
Черков уже добыли, предостаточно. В принципе, так-то можно и домой собираться уже. Но охота еще пострелять. Не так часто мы ездим, вырываемся на эту охоту. То погода не дает, то дела домашние не дают. Постою, наверное, еще до стемнения. Парочка хорошая идет. Не знаю, налетит, не налетит. Отлично. Второй дуплет сегодня. Шикарно нашли. И шикарный дуплет. Одну успел вышибить, а вторую промазал. Неудобно стрелять было уже. Нет, сырички, надо было стрелять. А я что-то думал, это кчерочки. Это сырички были. Одну цепанул. Не забыть бы там, что она вон она. Прям в чучела сел. Остался. Прям на то место, где я им оставлял. Где я оставлял им. Красиво. Ну что, уважаемые зрители, на этом наша сегодняшняя охота завершается. Включаем сейчас фонарик от компании Armitec и идем собирать нашу дичь. Пойдем собирать с корытцем, так как неудобно мне будет. Сейчас все выложим вон туда на корешок к уткам и пойдем собирать. Теперь бы самое главное всех уток собрать. Постреляли хорошо, даже очень. Не знаю даже сколько я их добыл. Но на берег выйдем, посчитаем. Утка вообще увесистая такая, хорошая. Туда 2 штуки падало. Одну вон вижу, вторую пока не вижу. Но я думаю, всех соберем. Дай бог. Да, вон она, вторая лежит. Под вечер в основном вот серяк пошел, начал летать. Это, по-моему, свись. Это не наша утка. Да, совершенно верно. Свись. Это с северов уже уточка летит.
Ну все, в общем, собираем. На улице, как видите, пар идет. Начало холодать у нас. Вон еще жди. Хорошо ходить. Сапоги не вязнут. Это шилка у нас. Хорошие уточки прям. Вообще класс. Чтобы сюда не возвращаться уже, в некоторых местах собираем чучела заодно. Это делать легко и просто. И уточек собираем, и чучела заодно. Чероки у нас. А вот и уточки. Ну, утка вообще шикарная. Прям вообще тяжелая. Сегодня охота классная была. Ладно, собираем. Итак, уважаемый зритель, собрал я все чучела, утку вот подобрал, и до этого я еще подбирал. В общем, наверное, целая корыта утки будет. Сейчас придется, наверное, чучела нести на себе. Знал бы, так корыта бы больше взял. Не думал, что сегодня так постреляю. Вроде бы и утки не было. А настрелял ли? Ладно. Идем сейчас к машине. Там сосчитаем, сколько я добыл. Утка тоже разнокалиберная. Вон целая корыта получилась. Но сейчас утка хорошая. Чего ее не добывать? Вот так вот. Да, ровно корыта. Ну все, собираемся и идем в сторону машины. Ну что, уважаемые зрители, вот и добрался я до машины. Вот такая вот у меня сегодня успешная охота получилась. Снова добыл я 6 пород уток. Вот это вот не наша, свиесь. Так, вот крикоши, это 2. Львиная доля шиликов, шилохвость, это 3-я порода. Затем вот идут эти серички наши местные, 3 штучки. Вот этот вот один луток. Это что получается? 5-я порода. Ну и 6-я порода у нас уточки. В общей сложности мне удалось добыть 22 уточки. Ну, данную утку мы завтра начнем теребить. Обязательно вам покажу, какая она по справности, какая она по пенькам. Ну а потом, как приберем ее, будем решать, что с ней делать. Но одно из блюд я вам покажу, что из нее делаю. Ну все, до завтра. Ну что, уважаемые зрители, как и обещал, показываю ощипленную утку. По справности уточка близко к идеалу, уже вполне достойная, жирная. Ну и по пенькам все уже практически вся без пеньков. Один вот крикаш попался, шея вот у него в пенечках маленечко, ну и так чуть-чуть. А вся остальная утка просто
великолепно. Уже, как говорится, не стыдно его угостить. Черочков я завез, родственникам отдал. Как видели, на охоте хорошо очень подруливали на чучела уточки. Теперь уже можно, как говорится, брать уже подсадных. Если будет тепло, хорошо, а то у нас здесь морозы обещают, уже низкие температуры, как бы вообще утка не свалила. Ну, вся не уйдет все равно. Еще пару раз, как говорится, съездим. Ну и все на этом. Спасибо большое всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Всем всего доброго и до новых встреч. Ну а мы будем дальше прибирать нашу уточку. Но, скорее всего, это пойдет у нас вся на копчение. Всем ни пуха, ни пера. И до новых встреч на природе.